Я давно мечтал побывать в этом самом южном регионе Испании, Андалусии. Здесь 330 дней в году светит солнце, поэтому, чтобы не сгореть под его страстными лучами, лучше не ехать сюда летом. Несмотря на все сложности, мы с Милой и Дианой все-таки выбрались сюда в ноябре и просто были зачарованы этим краем с его известнейшими своей историей городами, такими как Севилья, Кордова, Малага, Кадис, с его сонными колоритными белыми деревушками, с необычайными природными ландшафтами, в которые природа вкладывала свою душу на протяжении тысяч лет. Сказать, что мы кайфанули, это ничего не сказать. Это мой третий визит в страну, и признаюсь, что спокойная и в то же время страстная Андалусия торкнула меня даже как-то больше, чем Каталония или Центральная Испания. Может, вы согласитесь со мной и захотите когда-нибудь здесь потусовать, тогда вам будет интересно и полезно узнать, что же за жемчужины хранит эта необычная земля, так любимая солнцем и миллионами туристов. Ну что, поехали? Первое место, куда мы заезжаем в Андалусии, оказывается очень спокойным. Я слышу звук собственных шагов по мостовой и дуновение ветра в лабиринтах узких улочек города. Вот мы приехали в город, который называется Баеса. Это такой небольшой городок, 15 тысяч населения. Примерно в 7 веке нашей эры это место покорили мавры, построили здесь дворцы свои. Позже крестьяне отвоевали этот город, и здесь началось бурное строительство в 16 веке. Поэтому можно в городе увидеть много домов в стиле эпохи Возрождения. Эти здания очень неплохо сохранились, поэтому город внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Городок небольшой. Можно посмотреть, что здесь есть. 3 площади определяют облик Баесы. На так называемой Народной мы находим остатки старинного фонтана львов. Время, конечно, не пощадило этих львов. С трудом узнаются головы. Откуда торчит труба, это, видимо, был рот. Но, тем не менее, за 500 лет фонтан сохранился. И даже девица, принцесса Иберов, выглядит неплохо, хотя что-то у нее не хватает одной руки. Но тем не менее. На площади Санта-Мария мы обсуждаем еще один чудный фонтан. Ну, мы возле фонтанчика сделали остановочку. Фонтанчик не функционирует, но виден сам боевой задор, что здесь таки присутствует водичка. Красиво, тихо, очень уютненько. Жемчужиной города Гранада, куда мы прибываем позже, является дворцовый комплекс Эльхамбра, который строился и расширялся целыми поколениями мусульманских правителей. Расположившись на скалистом плато, строения выделяются благодаря своему цвету на фоне зеленых парков, ясного неба и величественных гор. Чтобы попасть сюда, мне нужно было записываться в очередь за несколько дней, но это того стоило. Я не буду рассказывать о всех величественных дворцах этого комплекса и всех прекрасных садах. Лучше покажу несколько минут из тех часов, которые мы провели здесь как зачарованные.
В эту осеннюю пору дворцовый комплекс особенно прекрасен. Сочетание цветов вот такое насыщенное, желтого, красного, бордового, зеленого. Вот еще один дворец в этом комплексе. Дворец Женералиффе. Здесь тоже очень красиво. Мило снимает фотографии. Даже по лестнице садов сделаны такие желобки, течет вода. То есть ты всегда находишься в атмосфере такого журчания. Вода повсюду. Красота Альхамбры, этой красной крепости, ее дворцов, фонтанов, прудов, перенесла нас в другую эпоху. А с ее башен взор притягивают кварталы старинной Гранады с ее белоснежными домами и черепичными крышами. Хочется нам нырнуть в улицы этого чудесного города, чтобы продолжить путешествие в прошлое. Спуск с Альхамбры в Нижний город, там, где течет речка Дара, проходит отлично. Виды здесь очень инстаграмные такие. Шикарные, конечно, здесь дома. Шикарная архитектура. Одно удовольствие гулять здесь среди этих древних улочек. Вот на площади старого города часы бьют 12. И что мы видим? Мы видим, что здесь уже елка есть. Поставили елку, ждут Нового года, но елка почему-то даже не настоящая и даже не пластиковая. Очень странно сделано. Это какое-то покрытие такое, похоже на ковровое, которое накинули на конус и сверху повешали огоньки. Ну, конечно, это не выглядит достойно Нового года. Но, видимо, берегут елки. Ну, наверное, здесь к тому же их и нету. Это же все-таки юг Испании, здесь жарко. Нас интересует самобытный цыганский квартал Сакрамонте на холме Гренады. Именно здесь с 15 века селились испанские цыгане. Здесь зарождалась фламенко. Отсюда отличные виды на противоположную крепость Альхамбру. И еще мы очень довольны, что здесь не так много туристов сейчас. Видимо, не у всех есть силы сюда подняться. Традиционное жилье сегодня здесь – это уютные побеленные домики с балконами, где сушится белье, а также с красочными декоративными тарелками на фасадах. Идешь, и вдруг раз такой дворик тихий, и кто-то здесь живет. В этом доме прекрасном украсил такими тарелками характерными, андалузскими весь дом. Просто красотища.
Спустившись к более оживленному центру города, мы чувствуем, что попали в какой-то лабиринт улиц, из которого трудно выбраться. Одно радует – здесь очень много интересных видов. Мы идем по обычной уличке, простой и узкой, и тут вдруг образец высокого искусства. Вырезаны настолько красивые образцы, просто я не знаю, у каждого нос по-своему, шлем по-своему. Ну просто музейное. Горные ущелья Андалусии представляют отличные возможности для альпинизма и трекинга в Испании. Мы поехали пощекотать себе нервишки в самое знаменитое ущелье – Эль-Чорро. Здесь, внизу каньона, в окружении отвесных скал, шумит горная река. Веками прокладывая себе путь сквозь каменные породы, она сотворила огромное ущелье удивительной красоты. Так, мы идем по тропе, которая называется Тропа Смерти. Почему так назвали? В 1901 году здесь начали строительство дамбы, чтобы перекрыть реку и сделать водохранилище. Но здесь тропа была очень опасна из-за того, что узкое ущелье, много народу разбивалось, люди умирали здесь, падали со скал. Но в конце концов ее таки построили, эту станцию. И в 21 году сюда приехал король. И чтобы попасть на открытие, значит, он должен был пройти по этой тропе смерти. Он, конечно, прошел. И потом эту тропу стали называть Королевской тропой. Вместо тропы смерти Королевской. Через какое-то время ее закрыли, потому что здесь много было любителей, альпинисты всякие, люди-экстремалы. Постоянно здесь разбивались. Ее закрыли. Но в 2005 году ее решили реконструировать, сделать здесь тропу, которая позволяла бы ходить обычным людям, безопасную тропу. И сделали здесь достопримечательность, которая быстро стала одной из самых популярных. Действительно, здесь очень красиво. Захватывает дух. Очень круто. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. Иди, расскажем мы о нем. О нет, идет. Здесь гид рассказывает про горы, которые мы видим, и альпинистов, то есть маршрут альпинистов, которые пытаются все эти скалы покорить. Есть несколько маршрутов. Не все альпинисты доходят до вершины, хотя вершина небольшая, всего лишь 1100 метров. Но тем не менее, не все доходят, поэтому здесь даже есть площадка эвакуационная для вертолетов. На последнем участке Королевской тропы мы уже не так боимся. Поджилки не трясутся, сердце не уходит в пятки, а душа наполняется чувством восторга от чудес, сотворенных природой. Ущелье красивое, здесь вообще потрясающие скалы, какие они делают узоры интересные. И все это чудо появилось еще миллионы лет назад. Сейчас самая опасная часть путешествия. Будет переход по мосту подвесному над ущельем. Все готовы? Все готовы? 200 метров
над уровнем реки будем переходить по мосту. Вот такой мост. Но не страшно, чуть-чуть шатается он. Тебе не страшно, доча? Мила, тебе страшно? Все молчат, фотографируют. Спасибо. Даже водопадик есть какой-то красивый. Вот такой вот мост. На вот высоте вот такой вот. Ну разве это не опасно? Страх Божий. Благополучно возвращаясь в гостиницу, полные впечатлений, мы даже представить себе не могли, что нас еще ожидает в ближайшие дни и какие сюрпризы еще может открыть Андалусия.